Любители растений, я приветствую вас из нашей оранжереи. Мое видео посвящено редкой монстере, которая называется сельтипикана или серебряная. Для тех, кто впервые смотрит мое видео, это канал Zibi Market, на котором мы показываем растения из оранжереи и рассказываем об особенностях выращивания и размножения. Растения мы продаем через наш интернет-магазин, ссылка на него в описании. Оставайтесь с нами, и я расскажу вам об уходе и особенностях выращивания монстеры сельтипиканы. Покажу, как ее черенковать и как размножать. Самое время подписаться на новые видео. Взрослое растение может образовывать характерные фенестрации монстеры, или, иначе говоря, отверстия в листьях. И винильная форма, как это, имеет неразделенные копьевидные листья с великолепным серебристым оттенком и темно-зелеными прожилками. Или именно эта универсальность делает монстеру сельтипикана фантастическим вариантом для дома и для флорариума. Монстера сельтипикана до сих пор считается довольно редкой. Вы вряд ли найдете ее в обычных магазинах, но вы можете купить ее в интернете на нашем сайте. Уход за монстерой сельтипикана так же прост, как и за любой другой тропической лианой. Сейчас я вам расскажу об уходе с учетом нашего опыта выращивания. Как и многие другие виды монстер, это растение может выдерживать непродолжительные периоды прямого солнечного света, но лучше всего разместить ее в очень ярком месте вдали от прямых солнечных лучей. В дикой природе она начинает рост наземно у подножия деревьев или на них. Там серебряная монстера преимущественно получает отфильтрованный солнечный свет и периодически прямое солнце, когда оно проходит по небу. Для тех, кто живет в северном полушарии, лучше всего подойдут окна, выходящие на север и восток. Как правило, монстера сельтипикана довольно снисходительна своими требованиями к освещению. Она может выжить в более низких условиях освещения, но не ожидайте, что она будет радовать вас активным ростом. Монстера сельтипикана – тропический вид, поэтому она ценит высокую влажность. Это также частично эпифитная лиана, поэтому она не терпит нахождения корней в постоянно сыром плотном субстрате. Растущая в дикой природе, как незащищенная лиана, монстера поливается дождем, а затем высушивается ветром и солнцем. Таким образом, соответствие домашнего цикла полива природному даст хорошие результаты. Как и для многих тропических растений, дренажные отверстия в горшках необходимы для отвода лишней воды и предотвращения корневой гнили. Во флорариуме нужно соблюдать баланс и выбор правильного субстрата – половина дела. Дренажные слои здесь могут помочь. В зависимости от уровня зрелости, лиане нужно разное количество воды для полива. Главный критерий – просохший верхний слой грунта примерно на 1-2 см. При недостатке воды листья будут терять тургор или плотность, значит, пора поливать. Пересушивать субстрат не надо. Почва для этой монстеры лучше всего богатая питательными веществами и очень рыхлая. Если вы используете бедный субстрат, который не содержит питательных веществ, не забывайте о применении удобрений при каждом поливе или опрыскивании. Например, если вы выращиваете в мхе, керамзите или коре, питание растения может получить только с водой и удобрениями. Ну и также при опрыскивании можно использовать удобрения. Этот эпифит требует хорошо аэрированную смесь, и это должно позволить корням дышать. Выбор смеси с высоким содержанием коры и кокосового волокна действительно может обеспечить столь необходимое удержание воды и в то же время хорошую аэрацию. Для большинства монстер обычных домашних условий будет достаточно, чтобы они были счастливы. Все, что выше 12 градусов и влажности выше 40%, им подходит. Они будут себя чувствовать отлично. При этом, как полуэпифитный тропический вид, он будет ценить каждый дополнительный градус и процент влажности, который может получить. Увлажнители и подносы с галькой без сомнения могут помочь. Закрытый флорариум – лучший способ для воссоздания естественной среды и процветания монстеры. Теперь давайте поговорим о росте этого растения. Мы уже коснулись деталей выращивания, но надо понимать, что ее окончательный размер зависит от ваших желаний. Что вы предпочитаете? Маленькую нежную листву или крупные сформированные листья с фенестрациями?
Выбирайте. Для маленьких флорариумов, конечно, вам подойдет только компактное растение, и чтобы оно помещалось во флорариум, требуется регулярная обрезка. Это позволит сохранить компактную форму. С другой стороны, если дать достаточно места для роста, монстера может вырасти в крупную версию с характерными дырявыми зелеными листьями размером до 13 сантиметров. Хотя в процессе роста они потеряют серебряную окраску, но зато появятся фенестрации. Они появляются в течение нескольких лет выращивания в качестве комнатного растения, поэтому вам понадобится немного терпения. Стеблевые черенки очень легко размножаются в воде, они быстро дают корни, после чего вы можете снова положить их обратно в субстрат. Сейчас я буду распутывать ее, разбирать и черенковать. Проращивать черенки буду в воде и также буду использовать мох для проращивания. Смотрите, какие корни. Это воздушные корни. Для того, чтобы они хорошо впитывали влагу, на них должны появиться еще маленькие корешочки, тоненькие. Для того, чтобы растение быстро адаптировалось, я буду высаживать корень или помещать его в воду или в мох и оставлять еще один лист. Можно высаживать только один маленький фрагмент, но на это требуется много времени. Также можно высаживать длинную лиану, закручивать его в горшке ее корнями вниз, листики, чтобы торчали наверх. Давайте сделаем все эти варианты. Это пойдет в воду. Воду. Это мы высадим в мох по кругу. Вот в таком положении. То есть все корни пойдут в мох, все листья будут торчать снаружи. Для закрепления можно использовать прищепку из проволоки. Сейчас я ее сделаю. Вот такую проволоку я буду использовать. Если проволока удерживает растение плохо, мха надо добавить больше, чтобы он был плотный. То есть туго заполнить стаканчик или горшочек. Теперь мы высадим в мох не по кругу, а более стандартный способ с одним листом наружу, а другой внутрь грунта. Отрезаем с корешком воздушным. Сделаем несколько таких черенков. Это выкидываем. Так, используем. Ага. Давайте еще. Кончик отрежем. Теперь эти хвостики с корнями завернем в мох. Завернем достаточно туго.
чтобы мох хорошо встал в горшочек. Если в горшочек входит неплотно, мох будет высыхать слишком быстро, и пересушить растение будет слишком легко. Поэтому, если не туго, вытаскиваем, добавляем еще мох. Можно добавить кору. Вот это было высажено несколько недель назад. Давайте посмотрим, как выглядит. Вот видите, это новые корни. Здесь после того, как корни образовались, мы мох развернули и добавили внутрь гумуса. Для того, чтобы сделать растение более пышным, можно использовать воздушные отводки, прикреплять внутрь грунта их и закреплять прищепкой. В результате из того места, где ствол касается земли, будут расти новые пышные отростки. Вот смотрите, как здесь, видите? Вот прищепка. Вот здесь новый пышный рост. Заказывайте растения на нашем сайте и получайте удовольствие от выращивания ваших комнатных джунглей. Если вы живете в Самаре, вы можете забрать растения самостоятельно. В теплое время мы отправляем все заказы почты по России и в страны ближнего зарубежья. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока.